Это порт. Это замок-крепость Святого Николая. Там маяк наверху. И очень интересно, что слева от этого Святого Николая замка-крепости находится самая фотографируемая часть Родоса. Но мы к ней не пошли, да там скучно. Там стоит колонна, на колонне коза, ну или козел. И как бы небольшой проливчик, и с другой стороны тоже стоит колонна, и на ней тоже стоит коза или козел. И как бы вот эти вот козлы, они отмечают места, где были ноги колосса, который вот он, колосс, соединял вот этот вот вход в гавань. Да. Порт Мандраки и порт Святого Николая, ну, в общем, это все здесь. И там вот мельницы. Мельницы в средние века использовались по прямому назначению. Это улица Рыцарей. Улица Рыцарей, в общем, она лучше всего сохранилась со времен рыцарей. Во всем Родосе это самая средневековая улица. И вот вверх по ней, если идти, то будет замок магистра, дворец магистров. А если идти вниз, то будет госпиталь. Госпитальерский, большой, который они строили 49 лет. Но к госпиталю мы не пошли, потому что что-то не сложилось, а к дворцу мы сходили. Но в сам дворец не пошли, потому что он закрывался. Вот это мы на подступах к дворцу. Идем. Итальянцы, говорят, очень хорошо восстанавливали. Все разрушали, а итальянцы лучше всех реставрировали. Даже вот греки сами как-то, то, что они реставрируют, не так прекрасно, как делали итальянцы для Муссолини. Это вот вход на крепостную стену, выход на крепостную стену, и стоимость 5 евро. Но почему-то он не был открыт. Может быть, мы опять просто уже были поздно, потому что дворец магистров работает до 5. Может быть, и выход на крепостную стену до 4, не знаю. Но он был закрыт, когда мы были. Вообще, выходы на крепостную стену, они либо закрыты решетками, либо платные. Мы так и не нашли нигде проходов. А это сувенирная лавка. Ее что-то все фоткают, сколько я видела фотографии в интернете. Все почему-то фоткают именно эту лавку. Может быть, других лавок нету с рыцарями сувенирными. Великие магистры. Ну вот опять спорный момент. Госпитальер это или тамплиер в белых одеждах и с красным крестом поверх. Ну вот разные люди пишут по-разному. А это вот доспехи. Ну, тоже какие-то доспехи странные. Ну это, видимо, то, что надевалось под. Вот сверху они одевали вот эту вот белую одежду с красным крестом, а под белой одеждой был вот такой вот. А это что-то, по-моему, римские легионеры. Это, по-моему, не из этой песни. Ну, пусть будет. Тоже устрашающе. Красиво. И это уже мы пошли в церковь Богоматери Бурго. В общем, руины готической церкви Богоматери Бурго. Ее восстановили, но она очень сильно пострадала во время Второй мировой войны. Руины храма Богородицы, Бурго, хоры. Ruins of the Church of Our Lady of the Castle. Причем мне так интересно, что Our Lady — это Богородица. Ну, вроде бы действительно так. Но можно было бы подумать, жена магистра. Но, наверное, у магистров не могло быть жен. Они же обет давали безбрачия, бедности, послушания. Это просто плесневелые кирпичи. Красота. Ну вот еще базилика. И еще разок. А вот изнутри. Мне нравится изнутри красиво. Вот эти вот штуки они придумали делать здорово. Башенка обломленная.
это я. И заложенный проем окна кирпича. Это одни из ворот выхода из Родоса, средневекового города. Там торговля идет. Это такие камушки. Глянцевые, они отполированные. Очень красиво выглядят эти камушки. Они прямо как будто лаком покрыты. Немножко у меня здесь не по порядку. Ну так, самое интересное, в принципе, уже, мне кажется, было. Это про рыцарей и про вот эту вот красивую базилику. Ну вот я все про дворец магистров думаю. Ведь в европейских замках делают так, что большая часть там живут хозяева, а меньшая часть туда пускают туристов. Собирают с них деньги, ну а туристам развлечения. Ведь может же быть такое. И здесь дворец же может быть жилой. Это просто какой-то утопающий в листьях, в зелени домик. Это не утопающий в листьях, в зелени домик. Это какая-то Одесса, мама. Прямо здесь. Фонтан «Морской конек» в еврейском квартале на площади еврейских мучеников. Так названо в честь 2000 родосских евреев. Их собрали на этой площади, увезли в порт и увезли в концлагеря. И никто из них назад не вернулся. В летним днем ходить по рву очень тяжело, потому что жарко. И некоторые ворота, вот 11 ворот открывают вход в город, и некоторые ворота открывают вход не в сам город, а в ров. То есть мы когда зашли в хорошие ворота, что пошли сразу в город. А многие люди ходили по рву, и я думала, какие интересные люди, как же это они попали туда, я тоже хочу погулять по этому парку. И нигде как бы нету спусков туда, в этот ров. Надо, в общем, было заходить другими воротами, чтобы по рву гулять. Резиденция Оверни. Овернь. Это что-то во Франции, какой-то регион. О, Верни. Нет, не верну. А это какая-то площадь, вот Аргирокасту с фонтаном. И вот то, что мы видим справа, это первый госпиталь, госпитальерский. Он, по-моему, совмещен с арсеналом был. Что-то такое. Эти колесики, они как-то помогали оборонять крепость. Не знаю, каким образом. Часть оборонительных сооружений города. Видимо, по ним что-то перевозили большое. Это я. Опять лесенка, выход на стену, и опять она закрыта решеткой. Вот тоже два ордена крестиком вышитые. И вот я их тут замалевала красненьким и беленьким, потому что я не знаю, какой где чей был флаг. Еще можно было замалевать черный на белом и белый на черном, чтобы уж охватить все версии. Но я не стала этого делать. Это в порту.
Это площадь Гиппократа. Самая центральная площадь в старом городе Родос. Первая заповедь. Do no harm. Не навреди. Non nocere. Здесь был торговый центр. Шоппинг-молл. И на втором этаже коммерческий суд. Это все на площади Гиппократа, да. Вот опять ров. И прощай, прощай, магистр.